Привет! На этом мастер-классе я покажу, как расписать керамическую кружку акриловыми красками. Нам понадобится чашка без рисунка с ровным покрытием, акриловые краски по керамике, инструменты для точечного дизайна. Их можно заменить подручными средствами. Для начала обычным медицинским спиртом обезжирю поверхность. Выбираю плоский инструмент для точечного дизайна наибольшего размера и с равными промежутками расставляю точки по низу чашки. Основа рисунка будет выполнена краской белого цвета, будет украшена цветными элементами. Зубочисткой прокалываю пузырьки воздуха, которые образовались при нанесении краски. Далее беру круглый дотс меньшего диаметра и расставлю мелкие точки вокруг нижних кругов. Надо стараться выдерживать одинаковый интервал между точками и делать рисунок максимально симметричным. Периодически надо останавливаться и давать краске подсохнуть, особенно когда мы делаем большие точки. Дело в том, что на больших точках краски больше, она имеет объем, и эта краска должна красиво застыть, без потеков и нарушения формы. Набираем краску на дотс и описываем половину круга, при этом с каждой точкой делаем каплю меньше, идем на убывание. Снова набираем краску и таким же методом замыкаем круг из точек, получается довольно интересный эффект. Дальше делаем ряд точек, идущих к верху чашки, которые уменьшаются в размере. Берем объемный дотс меньшего размера и проводим от каждой точки к центру нить маленьких точек. Добавим заключительные базовые точки, которые идут к краю чашки. Каждая точка меньше предыдущей на 1 размер. Последний дотс растягиваем и получаем мазок. Окружаем его 2 симметричными линиями. Теперь вершина чем-то напоминает цветок. Украшаем рисунок дополнительными линиями. Тонким объемным дотсом добавляем полосы из точек, которые сходятся к центру. Получается очень нежно. В заключение нанесения базового рисунка добавим милые цветочки. Ширина ручки позволяет нанести на нее изображение, и этим надо обязательно воспользоваться. Украсим ручку узором, схожим с основным дизайном чашки. Вот такую кружку мы в итоге получаем. Осталось добавить цветные акценты. Можно использовать любые цвета, которые нравятся, или, к примеру, какой-то один цвет. Заполняю круги у низа кружки основным цветом. У меня это оранжевый. Дальше добавлю розовый. Я выбрала 2 основных ярких цвета, это оранжевый и розовый.
3 точки, которые направлены кверху чашки, украшу дополнительными цветами – фиолетовым, синим и зеленым. Второй столбик точек украшу по такому же принципу. Не забудем про верхушки и тоже дополним их основными цветами. Поочередно используя цветные краски, украсим белые точки внизу чашки. Осталось украсить ручку кружки. Сделаем это в стиле основного изделия. Теперь оставим чашку на 3 дня просохнуть. Затем ее следует пропечь 5 минут в духовом шкафу при температуре 180 градусов. Ставьте кружку в холодную духовку, пускай они нагреваются одновременно. Чашка готова к использованию. Теперь ее можно мыть и не бояться, что с рисунком что-то случится. Вот такая красивая кружка у нас получилась. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите другие мои видео о росписи керамики. Желаю удачи в вашем творчестве.